Джон, не веря своим глазам, наконец-то прибыл на озеро, о котором слышал лишь из рассказов своих друзей и дальних родственников. Светило яркое солнце, отражаясь в бескрайнем зеркале воды, создавая картину, которая могла бы украсить любую открытку. Мягкие волны искрились на солнце, а на берегу стоял одинокий дом, окруженный водой, будто потерянный в безмолвии и одиночестве. Однако, что больше всего привлекло его внимание, так это отсутствие моста, связи с остальным миром. Джон стоял и задавался вопросами, как и почему этот дом оказался в его собственности. У него не было никаких улик о его прежнем владельце, только неожиданное наследство, о котором он даже не подозревал до того момента, как получил известие о наследстве. Оглядев окрестности и понимание своих отсутствующих знаний о доме, он все же решил, что единственным способом добраться до этого загадочного места будет отплыть на старой лодке, замеченной на берегу. Смотря на лодку и чувствуя, как волны нежно колеблют ее, Джон задумался, какое удивительное приключение ждет его впереди. Сложив свое небольшое снаряжение в лодку и с решимостью в сердце, он бросил якорь и отплыл к дому. Ветер развевал волосы, а его мысли крутились вокруг того, что он может найти по ту сторону двери, надеясь, что это будет что-то необычное. Приближаясь к дому, его сердце колотилось от волнения и ожидания, когда он выбрался на берег, подошел к двери и вставил ключ в замок. С легким усилием он открыл ее, и, входя внутрь, он ощутил запах пыли и плесени, который напомнил о многих годах, проведенных в запустении. Дом выглядел старым и заброшенным, с обоями, свисающими с стен, словно сам дом звал его изучить свои секреты. Несмотря на это, будто бы что-то невидимое манило его и заставляло остаться. Тем не менее, внутри него охватило желание быстро избавиться от этой недвижимости и продать ее, чтобы избавиться от потенциальных обременений, связанных с ее содержанием. Начав убирая дом, Джон устало осознал, что ему предстоит больше работы, чем он предполагал. Он собрал все старые вещи и грязь, смахивая пыль с поверхностей, а затем решил сделать несколько фотографий, чтобы выложить их в интернете. Каждый раз, когда он нажимал на кнопку камеры, он чувствовал, как его энтузиазм растет. Поразительно. Но из множества объявлений об интересах к дому ему приходили предложения о покупке, и каждая из них вызывала в нем удивление и недоумение. Как ни странно, это внушало ему мысль, что, возможно, он недооценивал эту находку. Чтобы не терять время и явно почувствовав поддержку местных жителей, он решил попросить помощи у друзей и выяснить, что же он на самом деле унаследовал, приняв решение разобраться в ситуации самостоятельно и не спеша. В своих поисках Джон начал обыскивать все комнаты, переворачивая вещи в надежде найти что-то ценное, что могло бы оправдать его усилия. Но его старания не увенчались успехом до тех пор, пока он не наткнулся на перекошенную половицу в одной из спален. В его голове возникли мысли о том, что здесь похоронены не только предметы, но, возможно, и какие-то важные тайны. Под ней он нашел старую коробку, изобилующую пылью и временем, и с непреодолимым любопытством открыл ее. Внутри находились письма и фотографии, рассказывающие истории жителей прошлого, которые когда-то наполняли этот дом жизнью. Каждый элемент, найденный в коробке, создавал мозаичный пазл, который все больше увлекал Джона в ранее неведомый мир, заставляя его почувствовать связь с прошлым, о которой он и не догадывался. В своих поисках Джон также обнаружил сейф, и его сердце забилось чаще от волнения, когда он увидел его сверкающую поверхность. После нескольких попыток он подобрал код, и дверь открылась с мягким щелчком. Внутри лежал пергамент с загадочной надписью, обещающий разгадку истории дома или, возможно, секреты, которых он так долго искал. У Джона возникло чувство, что это не просто богатство, но нечто большее, заключающее в себе следы великих эпох. Он не мог оставить это просто так.
Джон решил продолжить поиски, чтобы разгадать тайну, скрытую в этих стенах, и его решимость лишь возрастала с каждым новым открытием. Неожиданно к дому пришел местный историк, который слышал о находках Джона и был в поисках сокровищ, обещанных легендой. Он был одет в старомодное пальто и говорил с такой страстью, что показалось, будто он сам пережил все эти события. Историк с интересом рассказал несколько легенд о доме, его прошлом и той величественной семье, которую он когда-то приютил. Он также намекнул на существование спрятанного артефакта, который когда-то принадлежал известной личности, и сам был окружен аурой загадочности. Джон, охваченный любопытством и надеждой, почувствовал, что с этой новой информацией они могли бы объединить усилия в своих поисках. Каждый из них принес разные знания, и это взаимодействие обещало быть плодотворным и интересным. После тщательной подготовки Джон и историк отправились в захватывающее путешествие, используя пергамент как бесценный разделительный элемент в своих поисках. За каждым поворотом вскрывались новые тайны, и Джон становился все более вовлеченным в разгадки загадок дома и его прошлого, открывая новые тайны, которые искали на протяжении многих лет. Этот процесс погружения заставлял его чувствовать, что он, возможно, становится частью чего-то гораздо большего, чем его собственная жизнь и собственные аферы. Это было приключение, полное неожиданных открытий и взаимопонимания с историком, с новым для него уровнем уверенности и смелости. Исследуя потайные комнаты и проходы дома, Джон обнаруживал скрытые камеры и подъемники на стенах и полах, и его подозрения нарастали. Он начал подозревать, что настоящая ценность может быть спрятана под дном озера, которое окружало дом. Взвесив все за и против, он приготовился к следующему этапу поисков, вооружившись смелостью и жаждой приключений, которые вскоре наполнили его сердце и разум. Он понимал, что столь загадочный дом просто не мог не хранить в себе великие тайны, и, готовясь к экспедиции, он ожидал столкнуться с чем-то совершенно необычным. Собрав необходимое оборудование на берегу, Джон отправился в подводную экспедицию, полной ожиданий и волнения, осознавая, что это может стать началом его новой жизни. В гидрокостюме он шагнул в ледяные воды озера, которое, казалось, хранило множество затопленных историй. Джон начал исследовать затопленные пещеры, обнажая их серые и таинственные формы. Этот опыт погружал его в изучение истории озера и дома, и знаки, найденные на стенах, напоминали о давних временах, когда это место было обиталищем людей, полной жизни и надежды. Он ощущал, как, исследуя глубину, он погружается не только в физические воды озера, но и в саму суть этого места и истории, которые оно хранило. Неожиданно Джон наткнулся на древний сундук. Его сердце забилось сильнее, когда он осознал, что это может быть тем самым артефактом, о котором шел разговор. Он открыл его и увидел, что внутри находятся удивительные предметы, которые, на его взгляд, могли бы представлять собой истинное сокровище. Артефакт с исторической и культурной ценностью превосходил все его ожидания, и его глубина действительно захватила Джона. Настоящее сокровище содержало намеки на сложную и интригующую историю, которая связывала его с прошлым. Каждый элемент в сундуке вскрывал в нем восхищение и уважение к тем, кто жил здесь до него. И он понимал, что артефакт является не просто богатством, но чем-то более важным, что стоит великого уважения. Но вскоре Джон осознал, что это сокровище привлечет не только тех, кто ценит его значимость. Оно привлекло внимание охотников за сокровищами, людей, готовых пойти на все ради материального богатства. Неожиданно началась гонка за реликвией, полная интриг и опасностей, когда Джон должен был защитить артефакт, понимая его историческую и культурную важность для общества. Отвлекающий звук шагов за пределами дома заставил его еще больше насторожиться, и он произнес: «Теперь не время терять бдительность».
Это было не только его сокровище, но и наследие, которое нельзя было оставить в опасности ни за что на свете. Джон столкнулся с трудной моральной дилеммой. Он разрывался между финансовой выгодой, когда мог бы продать артефакт за огромные деньги, и благородной идеей о пожертвовании его музею, чтобы новое поколение могло оценить значимость этого находки. Он стал укреплять дом и свои позиции, чтобы предотвратить любой риск утраты артефакта, который обрел моральную ценность в его глазах. Джон продумывал стратегию защиты реликвии с участием своих новых союзников, выстраивая план их действий, чтобы минимизировать угрозы, исходящие от охотников за сокровищами, и при этом не забывал о своих собственных мотивах. И вот кульминационное противостояние разразилось в главной комнате дома, когда охотники за сокровищами попытались захватить артефакт. Холодный воздух наполнился напряжением, когда Джон и его союзники полной решимости защищали находку. Они не только боролись за материальные блага, но и пытались защитить историю, которая не поддавалась оценкам и деньгам. Каждый момент был наполнен напряжением, и произошла настоящая борьба душ, когда Джон понимал: истинная ценность артефакта не в его цене, а в том, что он представляет. Столкновения в доме достигли своего апогея, когда местные власти прибыли, чтобы успокоить ситуацию. Состязание, полное хаоса и напряжения, должно было завершиться восстановлением порядка. Полиция арестовала охотников за сокровищами, и в этом моменте все осознали важность артефакта для общины, когда он оказался невредимым. Его ценность начала перемещаться от личных интересов к общественным. Артефакт теперь стал частью культурного наследия, связанного с домом и его историей, обретая новое значение. Артефакт стал символом единства и общности среди местных жителей. Краткая искра общения в темные времена. Джон, охваченный благодарностью за все пережитые открытия, понимал, что теперь он не просто хозяин дома, а человек, которому доверено его сохранение. Он решил пожертвовать артефакт местному сообществу, что вызвало восхищение и уважение жителей. Его выбор стал отражением приверженности сохранению культурного наследия и истинного единства людей. Вдохновленный Джон принял решение преобразовать дом в музей, посвященный сохранению истории реликвии. Теперь здание стало объектом культурного наследия, обеспечивая бережное хранение артефакта и создавая мощную связь между поколениями. Музей стал местом, куда стремились люди со всех концов, жаждущие узнать подробности об этом увлекательном наследии. Это было более чем просто камни и стены. Это было хранилище воспоминаний и надежд, а также источник вдохновения для будущих поколений. Джон получил множество благодарностей и уважения за свои действия и пожертвования артефакта, на которого он наполнил новые надежды. Его поступок укрепил доверие среди всех местных жителей и показал честность, добрую волю и стремление к благополучию общества. Теперь дом стал не только его личным пространством, но и центром жизни, местом, которое символизировало новое начало и общее наследие. Это был поворотный момент не только в жизни Джона, но и в жизни всего сообщества. И, наконец, путешествие Джона завершилось новыми ощущениями и глубокими связями с окружающим миром. Его дом стал символом единства, связывая поколения и познание прошлого с настоящим. Артефакт, теперь должным образом помещенный в музей, будет обеспечивать его защиту и передачу будущим поколениям, обогащая местное сообщество и добрую память о времени, когда Джон стал частью этой истории. Он знал, что его рассказываемая история станет поводом для новых открытий, ведь каждая вещь имеет свое место. Эта история Джона не просто урок о ценности исторического наследия. Она является призывом к каждому из нас ценить культуру и общности, в которых мы живем. Моменты, подобные этому, подталкивают нас к осознанию ответственности за то, что мы имеем, и необходимости бережно хранить это общее достояние. Делитесь своими мнениями в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые вдохновляющие истории,
и исследуйте еще больше захватывающего контента. Спасибо за ваше внимание и поддержку. Буду рад каждому слову обратной связи.